А здесь у меня рассада, которая перерастает. Я ее вынесла на лоджию. Пусть здесь теперь не растет, а крепнет. Обрызгала атлетом. Ну, вот пока ездили, она в тепле вытянулась вся, не знаю как. Ну, что делать? Ничего не поделаешь. Буду сажать лежа ее. Всем привет! Дома сижу, на улице холод, ветер бешеный, а я немножко подпростыла. Вчера весь день чихала, не знаю как, и сегодня продолжаю чихать. Решила не ездить в сад. Муж поехал опять, говорит, я буду выкапывать одуванчиков. Там миллион одуванчиков наросло. Поехал с ними бороться. Может быть, малину вырежет. С прошлого года малина не вырезанная у нас. Ну, бывает у нас такое. Ничего страшного. Переживем. Сижу, обнялась вот с мукой, с блендером. Сейчас замешаю тесто на пироги, на пирожки. Муж говорит, ага, лук срезали, щавель срезали, а где пирожки? Ну вот придется делать пирожки. Хочу пирожки сделать на сыворотке. У меня кефира нет. И просто на обычной воде тоже не хочу. А вот решила, я купила сыворотку. Сейчас покажу. Полтора-литровую бутылку. Она стоит всего 35 рублей. Дешево и сердито. И все-таки не на воде. Все-таки и оладьи можно испечь, и пирожки сделать. В общем, сейчас я буду пробовать делать тесто на сыворотке. 2 части, ну вот пол-литра оставила. И по пол-литра я взяла в емкости, заморозила в морозилке. Когда надо будет, тогда вытащу, разморожу и буду стряпать что-то из этой сыворотки. Как я буду делать тесто? Да на глазок. Вот здесь миллилитров, наверное, 600 сыворотки. Вот здесь остатки масла. Ну, я не знаю. 100 миллилитров, наверное, не будет здесь. Может, будет. Одно яйцо. Вот такая у меня опара. Смотрите, как поднялась. Как поднялась опара. Во какая. Так, надо вытереть чашу. Отправляю опару. Я люблю тесто на живых дрожжах. Мама всегда раньше делала. Всегда любила на живых дрожжах тесто делать. На пирожки, на хлеб, на плюшки. Кстати, зайдите за рецептами плюшек. Такие вкусные плюшки получаются по маминому рецепту. Теперь выливаю масло. Все выливаю. Оно у меня деревенское, немножко с осадком. Ничего страшного. Видите, какой осадок? А то мне как-то в салаты его не очень охота, мутное такое, лить. Пришлось вот в тесто. И в тесто теперь замешаю. А бутылку выброшу. Яйцо. Решилось яйцо. Вот сюда еще надо налить и обмыть чашечку.
Все пригодится нам. О, обрызгала блендер. О, сколько получилось. Много теста будет. Соль. На глазок. Прям вот так, девчат, беру. Большую щепотку. Даже вот еще добавлю, наверное. Живые дрожжи я добавляла столовую ложку сахара, водичку теплую и муку. Помощник мой. Так, ну и что? Сыплю на глазок. Вот этот совок у меня стакан. Вот сейчас буду считать. 2. 3. 4. Наверное, 5 пойдет. Вот так пока оставлю. Так, на первую скорость. Замесила тесто. В общей сложности я добавила 6,5 стаканов воды. Но это опять же я на глазок. Не точно мерила. Жидкость 600 мл примерно. Масло примерно 100 мл. Одно яйцо. Вот считайте. Почти 1 к 1 получилось, да? Чуть побольше жидкости. Я тесто делаю из муки первого сорта. Увидела первый сорт и быстренько купила, потому что его нигде нет. Есть только высший. Везде продается высший сорт. Ну, на пирожки, на пироги пойдет и первый сорт. Хоть он и дороже вышел мне. Обычно мука дешевле стоит, а это купила алтайскую какую-то, поэтому дорогая. Вот второй сорт нигде не продают, я не видела. Ни в магазинах, ни на базах. О, какое тесто вышло. Хорошее. Сейчас накрою я целлофанчиком. Колпаком удобным. У меня колпак есть для теста. И пусть стоит часок. А там можно и уже пирожки делать. Ой, как хорошо стало. Морозилка отключилась. Так, мешочек, колпак. О, красота. Пусть стоит. Накрошила салат, огурцы, помидоры, пекинская капуста. Сейчас заправлю сметаной и майонезом. Будет вкусненько, привкусненько. Посолила адыгейской солью. Обожаю адыгейскую соль. А вы, друзья, обожаете, любите? Она такая душистая, вкусная. Ой, прелесть. Тесто подошло. Посмотрите, какое пузырчатое. Сейчас его обомну. И еще немножко постоит, пока я начинки сделаю, приготовлю. Я всегда зеленый лук припускаю в растительном масле и немножко сливочного кладу.
чтобы яйцо потом связалось. Когда я делаю пирожки с луком с яйцом. Никогда я с сырым луком пирожки не делаю. Вот как бабушка Ксения наша делала, я запомнила. А вот как мама делала, я не помню. Но мне кажется, тоже она с сырым луком, она пирожки не делала. А вот так припускала. Такая ложка удобная, вот эта вот из Икеи. Надо себе обновить. У меня есть наборчик еще один. Я Лорику один набор отослала. И один у меня еще остался, а этот в сад забрать. Такие удобные, пластиковые. Вот, и лука почти не стало. А много было все-таки. Посолила, а теперь вот начинка готова. Сейчас до конца перемешаю. И можно стряпать пирожки. Хорошо бы сюда деревенскую сметанку положить. Сливочки. Будет вкуснее, конечно, но у меня их нет. А городские кислые я не хочу класть. Тесто такое проховое, мягкое получилось. Как бабушка говорила, проховое, значит не забитое мукой. Чтобы уголочки у пирожков не были пустыми, бабушка учила вот так защипывать. 1/3 часть накрыть тестом и к этой части подтягивать вторую часть. Ну вот как видите, как я делаю. Может быть, непонятно я сказала. Пирожки получаются такие полукруглые, как бы необычной формы. Друзья, тесто на сыворотке очень вкусное получилось. Очень мягкое, пузырчатое такое. Вот я его сильно мукой не забила. То есть жидкости должно быть чуть больше, чем муки. Все на глазу, как видели. И очень хорошо получилось. Посмотрите, какие пирожки. Пузырчатое тесто такое вообще. Мягкое тесто. Чашку положила салфетку, чтобы лишний жир стек. Вон какие пузыри. Посмотрите, какие пузыри. Сейчас попробую на вкус. Скажу чистосердечное свое мнение. Не упади. Очень вкусно. Смотрите. Тесто тонкое, начинки много. Я люблю много начинки. Кто ужинает, всем приятного аппетита. На улице ветрюга. Мы приехали из Оренбургской области. Там ветрюга. Ехали по Башкирии. Там ветер. Всегда, когда едем, ветер дует всегда навстречу или в бок. Друзья, всем желаю попутного ветра,
Всем желаю теплой погоды, яркого солнца, крепкого здоровья. Всего доброго. До встречи.